Ребята, всем привет! Меня зовут Григорий, вы на канале «Моя Испания. Жизнь мигрантов из России». Сегодня с нами Артем. Всем привет! И сегодня мы расскажем о том, как они сюда приехали и как они начали здесь работать. У них есть свой мини-стартап, и это будет очень интересно. Поехали! Ну, первый вопрос. Артем, откуда ты приехал? Из какого города? Чем ты занимался в России? И почему Испания? Я приехал из России, из города Москва. Занимался я в Москве, у меня была своя фотокомпания. Мы фотографировали разные праздники, корпоративы, свадьбы. Мы выбрали Испанию. Во-первых, я очень часто был в Испании. Раньше путешествовал, был много где в разных городах и на островной части. Мне очень нравится Испания и по климату, и по отношению людей. Расскажи нам, пожалуйста, как ты со своим другом, партнером, мужем готовился к переезду, как это проходило и сколько примерно денег вы на это потратили? Готовились к переезду мы очень быстро. Можно сказать, что мы просто бежали. Сразу было невозможно получить визы, тем более в Испанию. Мы оформляли визу в другую страну. Это была итальянская виза, потому что на тот момент это было возможно сделать. Дали нам визу в конце лета. Мы решили долго не сидеть в Москве и уехали в Грузию. В Грузии прожили 1,5 месяца. Когда у нас открылись визы, соответственно, мы потом поехали к нашим родственникам в Израиль. После Израиля мы полетели на Кипр, поженились и уехали в Барселону. В какую сумму примерно обошлось вообще весь этот перелет? На что нужно рассчитывать? Что бы ты с мужем хотел бы немножко сделать иначе перед тем, как куда-то лететь? Эта информация очень будет полезна для наших слушателей. Примерно, если посчитать все вместе с билетами и с проживаниями, скорее всего, на двоих вышло около 4000 евро за все это время. На самом деле, я бы порекомендовал хорошо подготовиться. Особенно документально, потому что вот, допустим, у меня была такая проблема, у меня закончился загранпаспорт, и здесь были сложности в получении нового русского загранпаспорта. Вот, поэтому если вы планируете переезд, то готовьтесь заранее. Артем, я знаю, что вы купили квартиру в Сагунта, и хотелось бы узнать, что за сколько купили, как все проходило, потому что недвижимость вещь довольно важная. Ну, слушай, по поводу недвижимости лучше всего расскажет мой муж Федя, потому что у нас небольшое разделение. Я занимаюсь зарабатыванием денег, а Федя занимается всем документооборотом в Испании, оформлениями, имуществом и прочим. Так что хочу вас познакомить, мой муж Федя. Да, спасибо. Привет, очень приятно. Как мы купили и почему Сагунта? Потому что деньги. Мы, когда еще были в России, смотрели тоже разные блоги про недвижку. Казалось, что в принципе здесь все дешево и доступно, но не совсем так. Мы посмотрели в Валенсии несколько квартир, и в нашем бюджете, а это у нас тогда было порядка 75 тысяч со всеми налогами, сборами там, и риэлторскими комиссиями, у нас получались только пригороды типа Торрента, Патерны. Как-то мне не очень нравилось, потому что хотелось очень жить у моря. И в Сагунта мы попали абсолютно случайно. Мы там нашли квартиру, которую нам предложили сдать на 3 месяца. И мы как раз за эти 3 месяца хотели выбрать себе жилье и купить его. Но в итоге мы отдали 1500 евро вечером, а с утра нас выставили из квартиры владельцы. Оказалось, что нам сдали окупасы, русскоговорящие, 2 девушки с ребенком, очень милые. Сняли там комнату, стали присматриваться, не рассматривали на тот момент Сагунта для покупки. И в какой-то момент просто мы поняли, что, если мы хотим жить у моря,
в нормальной квартире, то он нам по бюджету подходит. И до Валенсии достаточно близко. Мы не так много, чтобы смотрели квартир в каком-то большом объеме. Я думаю, мы посмотрели всего штук 15, наверное, и остановились сначала на одной. В день сделки я передумал резко, и мы вот на нашу подписали предконтракт. Все вместе вышло порядка 73 тысяч евро со всеми налогами, сборами. У нас еще налог, кстати, был 8%, потому что я моложе 30 лет. И причем у нас квартира зарегистрирована на нас обоих по 50%, там, прописано в праве собственности, а налог был 8% у обоих. Нам еще повезло, нам сделало скидку агентство со своей комиссией, потому что нас выставили из квартиры, которая принадлежит этому агентству. И когда они увидели нас на сделке, они над нами сжалились и сделали еще скидку. Квартира стоила, когда мы заходили под предконтракт, где-то... Она стоила за 66 тысяч на рынке. Мы зашли под 66. Нам риэлтор предложила, давайте сделаем, занизим цену оффером и на какой-нибудь серединке сойдемся. Мы предложили 60. И продавщица нашей квартиры, очень такая древняя бабулька, она почему-то согласилась на 60 тысяч. Мы очень сильно удивились этому, но обрадовались. Потом выяснилось, что по кадастру она у нас прописана за 55, по-моему, тысяч евро. И налог мы платили с 55 тысяч 8%, хотя обычно 10. Но кто моложе 30, тех 8. Агентству мы заплатили 3 тысячи. У нотариуса за все документы, как это называется, сопровождение сделки и проведение этой сделки мы заплатили, я не помню, боюсь наврать, по-моему, порядка 600 евро. И мы допустили одну ошибку, мы делали это с риэлтором-посредником русскоговорящим, чего я всем не особо рекомендую. Наймите лучше переводчика себе и ходите просто с переводчиком и с нормальным испанским агентом, потому что мы переплатили еще 1500 риэлтору. Нет, мы его услугами в целом абсолютно довольны, но я понимаю, что можно просто с переводчиком, которому вы заплатите значительно меньше денег, все это сделать. На просмотры квартиры брать его не обязательно. То есть он нужен только на сделке. Смотреть можно и без него. Квартиры на обременение все равно все проверяют перед сделкой у нотариуса, агенты. Там все это прописано, так что, в принципе, это достаточно безопасно. Откуда деньги на жизнь, да? Откуда деньги на квартиру? А то у многих людей в России там 3000 евро, они такие, мы поедем и купим квартиру. Короче, откуда все это дело берется и чем вы здесь занимаетесь? Расскажи об этом поподробнее, потому что очень часто это вопрос прям насущный. Помимо того, что у меня была своя фотостудия, мы занимаемся и занимались онлайн-стримингом. Это работа в интернете, это общение с иностранцами. Ранее я работал тоже администратором в одной из студий. То есть всю работу изначально я уже знал, умел и понимал, что нужно делать, что можно, что нельзя, как зарабатываются деньги. Помимо этого мы приехали тоже не с пустыми руками, да, деньги на квартиру у нас появились от продажи нашей недвижимости в России. И то, когда мы уезжали, еще не была продана недвижимость, мы приехали, грубо говоря, без денег, были какие-то некие накопления. Недвижимость продалась уже во время того, когда мы здесь уже прожили 2 месяца. Помимо этого всего, да, мы занимаемся онлайн-стримингом, привлекаем к нашей работе новых моделей, рассказываем, обучаем, как можно заработать деньги в интернете посредством общения. Общение происходит в основном на английском языке, но даже если модель не знает английского языка, в этом нет ничего страшного. Есть онлайн-переводчики, мы помогаем, настраиваем и обучаем, как правильно ими пользоваться. Так, мы переместились в замечательное место под названием Пласа Вирхен, или площадь Девы Марии. Классно здесь сидеться. И вопрос такой.
Ребята, мы находимся в Валенсии. Вы живете в замечательном городе Сагунта. Скажите немножко, вот как вы видите свою жизнь в Сагунта, да? И есть ли у вас планы перебраться, может быть, в Валенсию? Первая только ремарка. Мы живем не в Сагунта, а в Пуэрто де Сагунта. Это портовая часть города. Но она как бы не портовая, она больше курортная, она у моря. И есть старый Сагунта. В старом Сагунта это такой маленькая самая часть города, на 20 тысяч человек. Это старый город. Старый город, да. Там есть крепость, как в каждом испанском старом городе. Там, не знаю, 2 Меркадоны, Лидл, ну и все. Там как бы достаточно спокойно. Мы живем в портовой части. У нас транспортная доступность до Валенсии хорошая. Автобус ходит там каждые минут 40. Полчаса, и ты в районе факультат, в принципе, ты практически в центре города у метро. Почему мы выбрали этот город? Потому что там море есть. То есть у нас от дома 20 минут пешком до пляжа, все рестораны у дома. В городе есть нормальный торговый центр, несколько аутлетов, все Карфуры, все, что хочешь. Также у нас вот наша квартира, например, находится прямо у Центрального парка, в хорошем районе. Что, кстати, важно, за наш бюджет, вот за 70, там, за 80 тысяч евро, я не знаю, где еще можно, как бы, вот чтобы у тебя был парк под углом, все магазины. Уже нигде, да. И там, кстати, очень подорожало. И вот что прикольно, в порту цены-то, в принципе, даже чуть дороже, чем в пригородах Валенсии, в нормальных. Про планы, хотим ли мы в Валенсию? Ну, хотим, потому что просто сменить картинку. Нас как бы в Сагунта все устраивает, да, в порту, но хочется... Основная часть друзей живет в Валенсии. Да, у нас еще друзья переехали как бы из Сагунта. И мы тоже как-то подумали, что можно попробовать снять квартиру на какой-то короткий период, там, на промежуток пожить в Валенсии. Даже не знаю, меня все устраивает в Сагунта, просто разнообразить, немного разнообразить свой вид из окна, так сказать. Вот уже более 10 лет мы разрабатываем сайты и говорим вам, сделайте сайт у нас. Почему? Потому что мы делаем качественно, мы делаем в срок, мы делаем профессионально, и мы делаем с хорошими дизайнерскими решениями, и мы знаем, что хотят ваши клиенты увидеть на вашем сайте для того, чтобы приобрести у вас услугу или товар. Мы делаем все на 2 платформах: WordPress и Python Django. Всем рекомендую обращаться к нам. В описании есть все наши контакты и портфолио. Ребята, мы с самого начала не скрываем, что вы пара молодых людей, ЛГБТ, все дела, правильного цвета флаг, интересный. В Испании есть определенные отношения, в России есть определенные отношения. Тут недавно, сами знаете, какие законы в России вышли веселые. И теперь в России как бы вообще какая-то задница, короче. Теперь у нас есть люди, есть не люди. Люди второго сорта. Слава богу, пока в Испании этого нет. Расскажите сами, вы прожили какую-то часть жизни большую в России. Вы живете уже около 2 лет. Как отношения здесь и как отношения там? Расскажите это для тех людей, кто еще, может быть, от этого далек или не понимает, что происходит в России. Но здесь как такового отношения нет. Здесь все люди как люди. Да. Здесь все люди. В России, конечно, не особо-то, не айс. Какой-то там адской симпатии точно не увидишь. Не знаю, в России на нас пялились. Вот единственное, что нас пялились постоянно, везде. Был, конечно, негатив. Было негатива много. Не то, что пялились. Пусть смотрят, пожалуйста. Если есть глаза, пусть смотрят. Нам не жалко. Просто излишнее обращение внимания, конечно. В негативном ключе. В негативном ключе, да. Это не очень позитивно, так сказать. Были некие столкновения, стычки и на улице, и в общественном транспорте. Просто хочется для себя какой-то спокойной, хорошей жизни, чтобы мы себя чувствовали людьми, такими же, как и все. Поэтому, мы приняли решение переехать все-таки в Испанию, где относятся к людям как к людям. И это очень хорошо. Да, мы переехали именно как ЛГБТ-беженцы. У нас путь легализации идет через беженство. Мы сейчас в ожидании решения в ПМЖ, кстати, у беженцев, а не ВНЖ, что плюс. Но здесь в этом плане вообще прекрасно. Жить можно, не парясь. У нас гей-флаг на балконе висел. Его, правда, ветром оторвало, но... Его точно оторвало ветром, потому что мы живем на 4-м этаже. Я вряд ли это для соседей. Так что в целом хорошо.
Сейчас я вас познакомлю с моей лучшей моделью, которая сейчас у меня работает. Она воспользовалась вторым случаем работы, то есть это проживание, работа одновременно. Ее зовут Ирина. Пожалуйста, познакомьтесь. Привет, меня зовут Ирина. Ирина, а меня зовут Григорий. Привет. Приятно познакомиться. Взаимно. У меня к тебе стандартные вопросы. Где ты жила? Чем ты занималась? Почему Испания? Что ты тут забыла и все такое? Давай сначала. Слушай, я с 2011 года сюда приезжала как турист каждые 2 месяца на недельку. Я всегда мечтала жить в Испании. Здесь идеальный климат, идеальные продукты, идеальная экология. После Москвы это просто что-то невероятное. И знаешь, я работала в Москве с Forbes. Топы Forbes были мои начальники. И я всегда задавалась вопросом: ты правда хочешь прожить всю свою жизнь вот так? В пробках, на Ленинском, в этой пасмурной погоде, с этой плохой едой? И вот мы встретились с Артемом. Я уже собиралась возвращаться из Испании в Москву, потому что не могла здесь найти работу. Я прям искала. И он говорит: а попробуй вот стримы. Я говорю: я даже не знаю. Он говорит: попробуй, недельку, если не понравится, уезжаешь. И вот я попробовала, и я зарабатываю сейчас где-то 2000 евро в месяц, плюс-минус. Иногда это 1700, иногда 2300. Но это классная работа, и я очень кайфую. Я высыпаюсь, я не трачу время на дорогу в офис. Чё ты такая скучная? Чё так все скучно? Все хорошо. А где проблемы? А какие проблемы? Расскажи, вот какие у тебя проблемы в Испании? Ой, а проблемы, мне кажется, в Москве остались. Короче, нам никто не поверит, но я вот от себя могу сказать, что мы здесь живем 5,5 лет, в феврале будет, 8 февраля, и я могу сказать, что действительно вот эти траблы, которые постоянно грузили вашу голову, и в пятницу хотелось напиться так, чтобы в субботу не проснуться, вот они немножко закончились где-то там. И ты здесь живешь, и как вот другая совершенно жизнь. Какие у тебя планы на будущее? Я думаю продолжать работать, где я работаю, с Артемом. Это классная работа. Я думаю, что в ближайшее время я сниму квартиру в Валенсии. Я продолжу заниматься верховой ездой. Я всадник гран-при уровня. Это мое хобби. И, я хочу расти. Вот в стримах это классная работа. Это интересная работа. Ты встречаешь новых людей. Ты можешь подискутировать, как лучше готовить стейки. Ты открываешь для себя новый мир. И ты улучшаешь уровень знания языка. То есть это немецкий у меня, например, английский. Испанский, да. Все отписались уже, все ушли. Чё так розово все? Прям во рту аж сладко. Ребята, многие считают, что работа в интернете – это хрень собачья, да, то есть, надо вот идти на завод, там, я не знаю, у станка 8 часов, там, что в Испании, там, я не знаю, там, стены шпатлевать, красить. На самом деле, когда ваш мозг включится в этот мир, и вы поймете, что можно нормально зарабатывать деньги, и все будет хорошо, то что-то изменится. Что я хочу сказать? Ирина, спасибо, что ты сегодня появилась как цветочек на нашей клумбе нашего видео. Вот, спасибо тебе большое, мы желаем тебе удачи. А сейчас я буду препарировать дальше наших героев. Все. Окей, спасибо тебе тоже. Пока. Пока. Ребята, вопрос такой к вам. Как вы адаптировались вообще к Испании? И что вам здесь больше всего нравится? Если честно, мы прям особо не адаптировались, потому что нас все-таки спасло то, что мы вдвоем приехали. Вся вот эта вот адаптация прошла в делах покупки квартиры, открытие счета в банке, НИЕ. Кстати, обязательно открывайте НИЕ по действующей визе, потому что потом это очень дорого. Потом мы стали как-то, как все, знакомиться с людьми, какой-то обрели круг общения. Но, если честно, адаптация прошла, наверное, через полгода, уже когда мы прожили в своей квартире, когда уже как-то поняли, что уже все в порядке в целом. Что нравится в Испании? Когда мы приехали, вообще курс был 60 рублей за евро. Очень нравились цены, очень. Все было дешево. Казалось, что все почти бесплатное, да. Что сейчас нравится? Климат, кроме лета. Летом очень жарко. Слишком, невыносимо жарко, но тем не менее. Кондиционеры спасают. Лучше, чем холодно. Да. Вкусная еда, дешевые цены на продукты. Они, кстати, качественные. Самое главное, они хотя бы качественные. Очень хорошее пиво, вино в баре, в ресторане. Цены тоже прекрасные. То есть можно себе позволить ходить почти каждый день в рестораны. Если ты работаешь, да. В целом, да. На среднюю зарплату, допустим, если вы зарабатываете, даже если кто-то один зарабатывает, допустим, 1200 евро, и у вас нету времени аренды над вами,
то, в принципе, даже на 1200 евро на двоих, живя в своей квартире, можно, комфортно себя чувствовать. Не чувствовать себя каким-то, ущербным в плане денег. И что вот, кстати, да, про качество продуктов очень мне нравится, то, что в России такое качество продуктов, то, что здесь продается в целом в любом магазине, только, наверное, во Вкусвилле и в Азбуке вкуса. Но там это стоит как бы очень дорого, а здесь намного более доступно. Адекватные цены. Адекватные цены, да. Что у вас с друзьями здесь, да? Кто это, испанцы, русские, там вообще как происходит, там украинцы, неважно, да? И второй вопрос, какие планы на будущее? Мы как бы приехали, мы вообще никого здесь не знали. У нас есть, правда, родственница в Барселоне, Тёмина давняя подруга еще из Питера. Но так как мы живем не там, а здесь, мы обросли достаточно быстро из-за чатов, потому что чатов очень много, большим количеством знакомых, был большой круг общения. Сейчас, он уже более сформированный, такой близкий. Но в целом никакого одиночества мы не испытываем, все очень здорово. Единственное, что из-за того, что круг общения в основном русский, с испанским, приходится как бы больше заниматься, а толку меньше, потому что круг общения русский. Планы, нужно сказать о том, что мы ждем документов, мы ждем ПМЖ. Мы подавались по беженству, по ЛГБТ. Вот, как только, так сразу будет легче и проще. А вообще мы хотим развиваться в нашей деятельности, в нашей работе, создать несколько студий, привлечь как можно больше к нашей работе людей, моделей, помочь им заработать и заработать самостоятельно. А так живем и радуемся. Есть ли планы переехать, может быть, в США? Больная тема в нашей семье, потому что мне хочется попробовать. Недавно, сейчас же, что у нас сейчас? Я заполнил этот Green Card Lottery. И в прошлом году, кстати, я, по-моему, заполнял, и в позапрошлом. Пока не выиграли, я просто так, ради смеха. Если выиграем, то уже будем думать. На данный момент как бы планов нет. Просто погулять, посмотреть, я бы поехал. У меня муж не хочет жить там, говорит, очень дорого, надо очень много работать, чтобы там хорошо жить. Очень много работать, это, не полезно. Может. Да, здесь, конечно, в этом плане, я не знаю, конкретных планов нет, посмотрим. Если выиграем грин-карту, будем думать. Я хочу сказать огромное всем спасибо, кто принимает участие в этом замечательном проекте. Надеюсь, вы сделаете доброе дело и сможете подписаться на канал, поставить лайк. В описании, прикрепленном комментарии есть все эти ссылочки. Я буду очень вам признателен. Вам это сделать, я думаю, будет нетрудно. С меня большая благодарность. Как ты сюда попала? Я выполняю задание командора. Какой красивый меч! Это не просто меч, это копия работы известного мастера. Масамуна? Да. Рене, я хотела попросить тебя сопроводить нас к моему отцу. Твой отец – интересная личность. Я бы хотела с ним пообщаться. Боюсь, это знакомство тебя разочарует. Меня убедила Диана, да и с нами наша подруга из Японии, Рене. Ну и как эта девушка сможет вас защитить? Здравствуйте. Для меня это не составит никаких проблем. Я боец, у меня большой опыт ведения сражений. Боец? И у какого мастера ты получила такой опыт? В Японии.
Многие ребята, которые приезжают сюда в Испанию, конкретно в Валенсию, там, смотря наш канал, они без вообще работы, да. И с работой, ну, скажем так, очень непросто. И поэтому возникает вопрос, а как с работой? Ты уже сказал сегодня, что у тебя есть вариант здесь дать работу людям. Можешь об этом немножко рассказать поподробнее? Да, конечно. У меня есть студия, где работают модели. Я сюда, когда переезжал, продумывал план действий, чем я буду здесь зарабатывать, на что я буду здесь жить. В итоге получилось таким образом, да, что хорошая работа, онлайн-работа, не выходя из дома, работа в интернете. Здесь есть два варианта работы. Есть первый вариант – это работа удаленная, то есть модель может находиться где угодно, в любой стране, в любом городе. Нужно просто подключение к интернету, ноутбук или компьютер, веб-камера. И самостоятельно можно работать дома. И также второй вариант – те, кто уже приезжают сюда, вот непосредственно то, что ты спрашивал меня, кем здесь можно работать даже без разрешения на работу в первое время. Это работа у меня на студии, то есть непосредственно физическая студия, оборудованная для стриминга, освещение, камера, место, все есть. Просто приходи, работай. Всему, чему нужно, я научу. Мой опыт работы в этой сфере более 5 лет. Физическая студия открыта в Сагунта, в порту Сагунта. И в скором будущем, вот буквально через месяц, я буду открывать студию в Валенсии. То есть рабочие места есть, оборудование есть, пожалуйста, приходите, работайте. Ну и следующий вопрос. Сколько реально модель может заработать? Да, понятно, что вопрос, конечно, зависит от того, сколько человек работает, понятно. Но как бы очень часто люди говорят, ну я за 500 евро работать куда-то там не пойду. Ну вот, все же хотят сразу там 10 тысяч получать, да, или миллион там, ну вот. Скажи примерно, как бы, какой расклад, примерно, чтобы люди понимали вообще, о каких суммах идет речь. По поводу работы, заработок начинается где-то от 50 евро за смену. Смена где-то 3-4, может быть 5 часов, кому как нравится, кому как хочется. Если опыта совсем нет, если нет знания английского языка, я уже говорил, да, что нужно хотя бы немножко знать английский язык. Мы все собрали. Да что ж такое? Сейчас, подожди. Нужно хотя бы немножко знать английский язык. То есть, если совсем нет ничего, ни знаний, ни умений, модели именно у меня зарабатывают где-то 50 евро за там 3-4 часа. Если мы говорим о тех людях, которые уже знают, о чем идет речь, у меня на студии зарабатывают где-то 200 евро за смену. И у меня также есть модели, которые работают уже несколько лет, они уже в топе, они примерно зарабатывают около 1000 евро за смену. Это все очень интересно. Спасибо тебе за такую возможность, потому что многие люди приезжают, говорят, что делать, где бабки брать. И я хочу сказать вот что как с тобой связаться? Скажи нам. Ага. Ну смотри, у меня есть свой телеграм-канал, я его сделал совсем недавно, там я рассказываю не только о себе, я рассказываю о работе, о том, что нужно, что можно, что нельзя, как правильно работать. Там есть мой авторский курс обучения, там есть мои все контактные данные, Инстаграм, Телеграм. Пожалуйста, приходите, подписывайтесь, спрашивайте, задавайте все уточняющие вопросы. Отвечу на все. Вот, не стесняйтесь, пишите. Жду всех. Когда люди слышат слово «модель», у них в голове, не знаю, Клаудия Шифер, 90-60-90, длинные волосы, там, не знаю, детское личико и так далее, и так далее. Так ли это? Или есть какие-то вариации на тему, потому что люди иногда просто не знают, о чем идет речь. Но да, у многих людей такое понятие, что модель должна быть там супер VIP, там и молодая, и высокая, и красивая, вся из себя.
На самом деле нет, модель может быть абсолютно любая девушка от 18 лет, любой внешности, с любым цветом волос. В нашей сфере главное правильно себя подать, правильно уметь общаться, правильно замотивировать публику, чтобы людям просто было интересно на вас смотреть, на вас подписываться, ну, естественно, платить денежки. Ребята, на YouTube вам платить деньги, слава богу, пока не надо, поэтому нажмите там, ну, всякие кнопки, вы сами знаете, там, что надо нажать, вот там, чуть-чуть пониже. Давай обсудим такие более, как бы, такие общие вопросы про Испанию, я думаю, про работу все понятно, там, ребята, пишите, не забывайте, это на самом деле будет интересно. Такие странные, может быть, вопросы, но мне интересно услышать, что ты об этом думаешь. Ты стал бессмертным. Останешься ли ты в Испании? И вообще, как это у тебя будет происходить? Надо ли тебе это вообще? Вот как ты думаешь, Испания это вот здесь и сейчас? Или Испания это, в принципе, какое-то вот долгое? Но я думаю, что Испания это здесь и сейчас, потому что, как я всегда говорил, что я человек мира. И я еще много чего не видел, много где не был, и хочется еще что посмотреть, еще пожить. Вот, поэтому, если бессмертным, то да, но не в Испании. И такой вопрос странный. Вот тебе 158 тысяч лет, ты наконец умер. Сказал, Господи, сколько можно. И после этого хотелось бы узнать, вот ты оказываешься перед Богом, вот что ты ему скажешь? Вот ты видишь, Господь перед тобой, и ты такой, типа, Ола, чувак, что ты ему скажешь? Ола, чувак, но я скажу, что я хочу еще раз. Спасибо за такой экспириенс, который произошел в моей жизни. Это было очень интересно, это было круто, забавно. Да, были сложности, но было много и хорошего. Поэтому я хочу еще раз. На этой офигенной ноте я хочу вам сказать, голуби к нам подлетают. Я хочу вам сказать, ребята, большое спасибо, что вы были сегодня с нами. Это был Артем, его муж Федя, модель Ирина, я, Григорий, на связи. Всем пока-пока. Ждем вас в Испании. Пока. Пока.